Всем привет. Сегодня у нас расклад для тех, кто в основном арканы проживает. Потому что те, кто смотрят, как он покакал сегодня, им такое неинтересно. И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов. Это то самое, что нужно для самопознания, самореализации и полностью перестраивания своей жизни. И давайте, я думаю, что в долгий ящик не будем откладывать, начнем наш расклад. Итак, единички. Итак, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Сегодня вопросов 7, по одному вопросу на карту. И обязательно. Вот я уже заговорился. Только начал, а уже заговорился. И будем, как сказать, глубоко не углубляться. Извините меня за тавтологию. Глубоко не углубляться, потому что это все-таки не закрытый расклад, а открытый. Поэтому просто посмотрим, просто вот посмотрим. Итак, первый вопрос: какой жизненный урок ты упорно игнорируешь? Ну а тут по карте понятно. Ты игнорируешь урок о том, что нельзя строить свое счастье на мечтах о том, как все должно быть идеально. Я объясню. Ты вот, знаешь, постоянно в режиме живешь. Вот когда будет там мужик у меня, или будет там хорошая работа, или будет там такая-то сумма денег, тогда я буду счастлива. Вот когда идеальная работа будет, вот когда похудею там на 10 килограмм и прочее, вот когда-то. И ты не замечаешь, что счастье сквозь пальцы, как песок, уходит. Прямо сейчас, вот даже в данный момент. Пока ты ждешь вот этого там «а когда?». А урок простой, который ты игнорируешь. Радость в мелочах, в том, что есть сегодня, а не в твоих грандиозных планах на завтра, которое никогда не наступает. Урок ты игнорируешь, потому что тебе кажется, что если ты перестанешь мечтать о лучшем, то останешься с теми какашками, что есть сейчас. Все просто. И в итоге ты живешь, что у тебя счастье когда-то будет, но не сейчас. В каких ситуациях этот урок проявляется чаще всего? Этот урок, он тебя, знаешь, бьет постоянно в ситуациях, где нужно выбирать между двумя вариантами. И ты просто что делаешь? Застываешь. Вот в этом ступоре. Столбняк ловишь. На работе тебе предлагают там какой-то проект, какое-то повышение, но оно не такое грандиозное, как ты мечтала. И ты начинаешь что делать? Тянуть с ответом, надеясь на что-то лучше. В отношениях ты встречаешь нормального мужика, да? Но он, не принц из твоих фантазий, и ты его отвергаешь, ожидая своего эфемерного идеала. С деньгами у тебя то же самое. Ты вещь нужную не покупаешь, потому что ты копишь на что-то более крутое, которое непонятно, когда купишь еще. Ты постоянно жонглируешь между взять вот это и подождать лучшего. В итоге, что ты делаешь? Ты ни с чем остаешься. Вот это лучшее никогда не наступает, потому что оно у тебя завтра всегда. И в итоге ни это нормальное, ни то самое эфемерное лучше.
И твоя жизнь что превращается в вечные качели вот этих сомнений. Почему урок не можешь усвоить? А потому что глубоко внутри у тебя сидит такое убеждение, что ты знаешь какую-то тайну жизни, которую другие не понимают. Ты думаешь, что ты обладаешь особой интуицией, что ты можешь предчувствовать, когда придет что-то лучшее. И вот эта твоя внутренняя мудрая женщина, да, она вечно шепчет: «Не торопись, подожди, ты же чувствуешь, что это не то, что тебе нужно». Э, Проживание арканов ты как сделала? Я говорю: давайте все вместе идем. И ты такая: подожду еще, посмотрим, как что будет. В итоге так и не зашла. Проблема в том, что вот эта твоя мудрая женщина внутри, она есть на самом деле твой страх. Страх совершить ошибку, страх получить меньше, чем заслуживаешь. Ты свою нерешительность прячешь за красивую вот эту упаковку женской интуиции. На самом деле, вот давай объективно, ты просто боишься действовать. Эта внутренняя жрица, она стала твоим тюремщиком, который просто не дает тебе жить реальной жизнью. Ты всегда хочешь ту самую эфемерную, идеальную жизнь, а года идут. А года идут, ты их не остановишь. Стрелку секундную, она каждую секунду она отсчитывает секунду. Извини меня за тавтологию. Как это все на твою жизнь влияет сейчас? На части тебя разрывает. У тебя, знаешь, ты живешь в постоянном внутреннем конфликте между тем, что ты имеешь, и тем, чего ты хочешь. И это не просто там какая-то грусть, это вот глубокая душевная боль от того, что жизнь мимо проходит. И ты меня сейчас очень прекрасно понимаешь про вот эти вот секунды, то, что они идут, а ни хрена не сделано. Ты видишь, как там подруги замуж выходят, начинают встречаться там с неидеальными мужчинами, и они счастливы. А ты одна со своими высокими стандартами, зато молодец. Или там видишь, как на работе коллеги продвигаются по вот этой лестнице-то карьерной. Хватают любые возможности, а ты на месте стоишь, ожидая вот этого звездного часа. И что происходит? Эта боль, она накапливается и превращается в хроническое чувство потери и упущенных возможностей. Ты начинаешь судьбу обвинять, мужиков обвинять, начальство плохое, тоже его обвиняешь. Но ты не видишь, что ты сама создаешь эту ситуацию своим бездействием. Проживание арканов иди, вот прямо сейчас. Хочешь поменять свою судьбу, вот прямо вот сейчас, не жди 1 числа Нового года и так далее. Пойди прямо сейчас. Слабо? Что ты можешь сделать, чтобы усвоить этот урок? Цикл разорвать, тогда нужно, знаешь, защищаться от собственных сомнений, как от врагов. Каждый раз вот у тебя в голове появляется такая мыслишка: а может подождать 1 числа? А может, давай лучше с понедельника? А я пойду в проживание арканов, когда у меня будет отпуск. И вот у тебя всегда: а может подождать чего-то лучшего, смешной бред. Вот когда мыслишка вот это появляется, сразу себе говори стоп. И действуй в течение вот определенного времени, но не недели, месяц, год, нет, прям в течение 24 часов. Если ты сейчас ночью этот расклад смотришь, да, например, у тебя ночь, то, конечно же, не сейчас, а вот прямо как проснешься, и будильник себе поставь с напоминанием. Создай правило себе, что если возможность тебе не кажется откровенно плохой, ты ее берешь. Точка, все, нет ничего, никаких волшебных палочек не будет. Просто возможность появляется, ты ее берешь. Все, никаких «я подумаю», «я поразмыслю».
тебе нужно научиться быть в постоянной готовности против своих же колебаний. В боевой готовности я имею в виду. Вот представь, что твоя вот эта нерешительность, да, это твой главный враг на планете Земля, который хочет украсть твою жизнь. И каждое быстрое решение — это, чуть матом не сказал, это ему ты дыц по голове, да? Это победа над ним. Понимаешь? И начни с мелочей. Вот там платьишко увидела, которое понравилось. Деньги, если позволяют, покупай сразу. Не жди там, а вдруг я лучше найду. Позвали на встречу там с подругами, на свидание, соглашайся, не раздумывая. Если это, повторюсь, не откровенно плохая идея. Например, там, если мужик тебе говорит там, у меня писюлька 150 километров, пошли на свидание, то, конечно, не ходи. С головой все равно дружить-то придется, не только на меня полагаться. Я же не вижу, какие там тебе предложения. То есть, если не откровенно плохая идея, то делаешь. Вот в течение 24 часов иди в проживание арканов. Победи саму себя, победи своего самого главного врага. Если, конечно, ты задумывалась об этом когда-нибудь. Вот, у тебя сейчас вот возьми и действуй. Понимаешь? Тем более будут цены расти. Кто или что поможет тебе в этом процессе? Ну, знаешь, полное дно поможет, до которого ты скоро докатишься, если ты не изменишься. Это, знаешь, это момент будет, когда ты поймешь, что вот эта твоя стратегия ждать лучшего, она привела тебя к полному краху. Ты останешься одна. Без работы, без денег. У тебя не будет выбора. И это не я придумываю, карта такая. Придется хватать любую возможность. Даже начнешь самую херовенькую возможность хватать, самую плохую. И это болезненно. Но именно вот этот удар, он, как сказать, заставит тебя наконец-то начать действовать. Понимаешь? Дело в том, что когда у тебя не будет вариантов, ты станешь гораздо решительней. Когда вот спиной в дно прям вот воткнешься, исчезнет вот эта роскошь выбирать, там сомневаться, а это именно роскошь. И ты поймешь, что лучше плохое решение, чем никакого, потому что все хорошие, они уже ушли. И вот этот кризис, он будет твоим спасением, потому что он научит тебя ценить то, что есть. Сейчас ты не ценишь. Поэтому, чтобы не доводить вот этого дела до дна, чтобы тебя, как говорится, жизнь, как котенка, раскидала, то начни действовать в течение 24 часов. Какой совет? Ну, знаешь, прекрати играть в эту аристократку, которая может себе позволить перебирать варианты. Ты не принцесса в башне. Ты обычная женщина, умная, красивая, ты ягодка. Но, увы, ты не принцесса в башне. Не принцесса ты на этой, как ее, гречка, не гречка, на горошине, которой нужно там, как сказать, только горошинку чувствовать. Ты обычная женщина, которой нужно и на жизнь зарабатывать, и строить отношения, и, как говорится, вставать по утрам, никогда тебе дворецкий кофе приносит. Твоя задача сейчас – это стать практичной и приземленной. Начни оценивать возможности не потому, насколько они соответствуют твоим мечтам, а потому, насколько они улучшают твою текущую ситуацию. Даже вот на 0,1% лучше – это уже хорошо. Составь список того, что у тебя сейчас есть, и радуйся этому каждый день. Перестань сравнивать свою реальность с фантазиями. Твоя стратегия новая
брать то, что дают, и делать из этого максимум. И когда вот научишься ценить ты малое, да, то большое-то оно само придет. А большое не придет, пока ты чисто за ним гонишься. Понимаешь? Обязательно подписывайся на канал, приходи, конечно же, в проживание арканов. И давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки. Какой жизненный урок ты игнорируешь? Ну, знаешь, у тебя простой урок, который ты не хочешь, как говорится, замечать, это ты каждую ситуацию, каждое действие превращаешь в состязание и в доказывание, что права именно ты. То есть ты в споры лезешь там, где вот достаточно сказать хорошо», и пойти, как говорится, дальше. Ты путаешь инициативу с постоянным напряжением и пытаешься выиграть там, где надо просто договориться. И итог каждый раз всегда один и тот же. Победа без удовольствия и там отношения в минусе. С любыми людьми. И урок знаешь какой? Нужно выбирать, за что стоит сражаться, а за что не стоит даже, как говорится, рот открывать. Ну, я имею в виду голос свой произносить. Учись не тратить себя на мелочи. Там, где можно сделать, там согласовать что-то за 5 минут, не устраивай там 10-й круг обсуждений. Это и нервы экономит, и время, и сохраняет людей рядом, а сейчас они не сохраняются у тебя. Когда урок чаще всего проявляется? Ну, знаешь, он тебя закручивает в основном в бытовых вот этих спорах. Деньги, сроки, кто кому написал, кто сколько сделал. На работе ты вообще цепляешься за там формулировки в письмах, всякие вот эти регламенты. Дома за привычки цепляешься, которые тебя раздражают в людях, которые рядом с тобой. В отношениях у тебя повтор один и тот же. Мужчина предлагает рабочее решение, ты ставишь рамку выше, лучше, чем у него, и гнешь свое до победы. Даже если цена, там, ругачка, ссора, испорченный вечер. С подругами то же самое. Ты докручиваешь план встречи, ты докручиваешь там маршрут, бюджет, где посидим, и к концу все уже не рады самой идее вот этой там встречи. Понимаешь, где ты вот всегда спотыкаешься, это когда другие делают не идеально, но достаточно нормально. А ты не хочешь оставлять как есть. И хочешь довести до идеала. И этим самым сжигаешь атмосферу. Понимаешь? Почему урок усвоить не можешь? А у тебя установка внутри. Отпустишь контроль, все уедет в кювет. С дороги слетит. Ты выучила это давным-давно и живешь теперь по правилу держать крепче, говорить жестче, ехать быстрее и прям все, ты. Ты веришь, что скорость и давление – это единственный способ довести дело до конца. Поэтому, когда вот там ситуация любая просит подождать, ты что делаешь? На газ нажимаешь и упираешься еще сильнее. Плюс ко всему ты боишься показаться слабой, когда, соглашаешься вот на то, что другие предложили. Для тебя согласие – это как будто признать, что ты не справилась. Из-за этого выбор простой и вредный. Или по-твоему, или никак. И пока ты вот это правило не снимешь, урок, он не зайдет тебе.
Здесь же не характер твой мешает, а твоя привычка быть в роли вот этого водителя в любой теме, даже если тема не твоя. И ты, наверное, даже там по магазинам с женскими этими вещами ходишь или в супермаркете и говоришь, а вот это некрасиво тут стоит, а вот это вот не так, а я бы сделала по-другому. Это ты. Как это влияет на твою жизнь сейчас? Ну, знаешь, это бьет по вкусу к жизни. То есть ты смотришь вот на нормальные предложения и в них видишь скуку. Отказываешься от приглашений, потому что там формат не идеальный. На работе устаешь уже в среду, потому что все споры и додавливания, они съедают силу уже у тебя к обеду, к 12 часам дня. В личном там аппетит к близости пропадает, компота не хочется. Потому что любое несоответствие твои мозги заводят в этот разбор. Тебе вот, как говорится, вот в футболе есть же, когда пинают друг другу мячик, это называется пас. Вот тебе пас передает мячик вот этот, а ты видишь недочет или в подаче, и неправильно он пнул и так далее и тому подобное, и просто не бьешь по воротам, хотя тебе пас дали. В итоге какой итог? Календарь забит делами, а ощущение, что ты на месте стоишь. Шансы появляются пропущенные, проекты к другим уходят, к тем, кто вот берет сейчас. Люди к тебе охлаждаются, потому что рядом с тобой это дорого в плане энергии. Понимаешь? То есть вот с каждым человеком находиться ты отдаешь энергию, ну или получаешь. Ты забираешь и очень дорого, не по ценнику. У тебя ценник на энергию сильно завышен. И что самое неприятное, ты теряешь интерес к тому, что сама ты начинала. Пришла в проживание арканов, ой, там читать надо, ой, там смотреть надо, ой, там каждый день надо что-то делать. А я бы сделала по-другому. Что сделать, чтобы урок усвоить? В проживании иди. И введи там для себя, я имею в виду не в проживании, а вот жесткое правило из 3 шагов. И держи его месяц. Например, там, когда ситуация спорная, делай паузу на 24 часа. Не нужно брать свою саблю и смело, как говорится, доказывать себя. Никаких ответов не даешь никому на эмоциях. Если, например, решение другого человека, как сказать, закрывает задачу на 70%, да, и не ломает критичных вещей, то согласись и отпусти контроль. Выключи вот это свое. Хочешь сделать, так сказать, идеально, сделай это сама. Понимаешь? Поставь лимит на обсуждение для себя еще. Вот, например, смотри. Какой-то спор намечается, сразу лимит. Не больше 15 минут. Понимаешь? А дальше только действия, а не вот это вот трепание языком. И вот через неделю увидишь, что мир, он не развалился, а тебе будет дышаться легче. Понимаешь? И вот в переговорах там с подругами, с мужчинами и так далее использую такую формулу «слышу, принимаю, хорошо так и делаем». Знаешь, это не слабость. Это экономия твоей энергии, сил и рост скорости, которую ты так любишь. Кто или что поможет в процессе? Ну, знаешь, ясная проверка фактов. Вот у тебя, смотри, раньше включались вот до сегодняшнего дня. Дальше, я не знаю, ты пойдешь по моим советам или там продолжишь людей от себя отталкивать, а потом чувствовать себя одинокой. Заболтался. Вот, где включались подозрения и домыслы,
проверяй как бы со стороны от третьего лица факты. Понимаешь? Понимаешь ты все. Поддержка тебе будет, знаешь, человек с трезвым вот этим взглядом и с сухой подачей. Это или коллега, у которого все по списку и без драм. То есть он берет, делает, ни с кем не спорит, просто делает. И вот договорись с ним на короткую какую-то еженедельную сверку по твоим решениям. Минут на 15. Ему не нужно лечить тебя, ему нужно держать структуру. И заведи листок проверок для себя. Например, там напиши туда цель, какой срок и какое качество. Понимаешь? И галочки ставь. Если пункты закрыты, не улучшаешь и сдаешь. Это я про работу твою говорю. У тебя так мозг перестанет рисовать страхи, и ты будешь видеть реальную картинку, а не вот этот туман из-за вот этих, страхов своих. Совет. Хвосты отрезать и уйти из тех историй. Где вот у тебя годами одно и то же. Ты на одной карусели катаешься. Понимаешь? Закрой все переписки с людьми, где тебя провоцируют на спор. Выйди из этих дружеских отношений, которые держатся на твоей злости, а не на смысле. Например, еще напиши список из 8 вещей, которые тебя назад тянут. И каждую неделю закрывай одну. Например, возврат вещи, обещание выполненное, разговор, который ты откладываешь. И не обещай то, чего ты не хочешь делать. Перестань тянуть за собой то, что вот это давно умерло, понимаешь? И вот это свободное место, которое освободится, оно заполнится делами, где не нужно никого переучивать, передавливать, доказывать свое и так далее. Понимаешь? Ты там увидишь, что жизнь, она собирается без крика, а уважение к тебе будет расти без вот этой вот вечной борьбы. Вот это и есть твой выход из круга твоих ошибок повторяющихся. А больше никак. Обязательно подписывайся на канал. Приходи в проживание арканов, ты это все проработаешь. И мы переходим к третьему варианту. Раз уж у нас выпала пустая карта, то читать будем соответствующе. То есть потом узнаете. Троечки, какой урок ты упорно игнорируешь? А у тебя простой урок. Верность рутине бытовухи. Тут не про вдохновение, а про твою тихую ежедневную дисциплину. Например, держать слово себе, да? Даже когда лень, даже когда неинтересно. Нужно закрывать то, что начало. Это твой урок. И не переключаться на новое ради эмоций. Или потому что скучно, рутинно и неинтересно. Делать шажок маленький каждый день. И не требовать от себя или от жизни фейерверка. Урок, он про то, что стабильный темп сильнее редких рывков. Что качество строится из повторов, а не из настроений. И ты это знаешь головой, но каждый раз выбираешь срочное вместо важного. В результате что? Отдачи не видишь и считаешь, что метод не работает. Хотя не работает именно твоя непоследовательность.
Даже на проживание арканов. Ты пришла, даже не начала, там мужик позвал куда-то гулять, куда-то поехать, куда-то что-то, и все. В каких ситуациях проявляется чаще всего? Ну, про проживание я сказал. Ты даже не начала. Знаешь, чаще всего это видно там, где вот нужен длинный коридор. Это учеба, курсы, спорт, деньги или там какие-то проекты с дедлайном больше недели. В отношениях это, знаешь, когда после вот этого теплого старта, трыськи-пыськи, нужно просто рядом быть и делать быт. Тебе уже скучно. Страсть ушла, бытовуха скучно, значит, мужик плохой, значит, найду другого. И у тебя были любовники. Хотя, ты знаешь, как это оправдываешь? Я же с ним рассталась, я же ему сказала, что мы расстались, поэтому на следующий день у меня появился новый. Или наоборот, ты расставалась из-за того, что, ой, там мужчина получше есть, да? Давай-ка я со своим расстанусь и с ним замучу. То есть у тебя нет преданности рутине и бытовухе. На работе это про отчеты, про там вот эту системную коммуникацию, где важна регулярность, а не блестящая разовая идея. В быту это там порядок в доме, режим сна, еда. Тебе стоит чуть-чуть устать или там расстроиться, или не получить мгновенного вот этого отклика, то у тебя график летит ко всем чертям. А вместе с ним и результаты. И ты потом возвращаешься, но стартуешь уже почти с нуля. А что потом происходит? Угадай. Правильно, снова теряешь темп. У тебя вот так вот по кругу ты катаешься на этой карусели. И потом снова себя убеждаешь, что это не мое, тема не моя, это все не мое и так далее. И там потом вот эти вот, знаешь, дурацкие отговорки маленьких детей. На самом деле срывы повторяются в одних и тех же местах. В одних и тех же. И это не кто-то виноват. Это ты виновата. Добро пожаловать. Я поклонник психологии по Адлеру. Почему ты не можешь этот урок усвоить? Ну, потому что ты боишься точку поставить старым сценарием. Ты держишь рядом с собой привычки, связи, которые не работают. Но зато кажется все это безопасным. Это мешает тебе выбрать одну дорогу и убрать лишнее. Ты всегда оставляешь запасные выходы и параллельные планы. Вроде прикрытия, а по факту это расфокус твой. Еще мешает страх тишины. Когда все спокойно, рутинно, бытовушно, тебе кажется, что ты ничего не делаешь. И это провоцирует в тебе кипиш, чтобы почувствовать процесс. То есть драма — это твое. Понимаешь? Сгорает энергия там. Ты как будто откладываешь неизбежное решение убрать лишнее и принять, что дальше будет просто и скучно. Но именно вот эта скука, бытовуха, рутина, она же и дает рост. И пока ты не позволишь себе обычность вот эту, урок не зайдет. Как твои ошибки влияют на жизнь? Да я уж сказал, сейчас у тебя, знаешь, вот жесткая критичность. К себе, к другим, ко всем. Даже к коту к своим. Ты словом режешь, потому что ты устала от провисаний, устала от чужой вот этой там непунктуальности, неряшливости и так далее. И люди рядом это считывают и отступают. В работе это портит коммуникацию там с коллегами. Тебе начинают приносить меньше инициатив, чтобы не попасть под раздачу. Если ты начальник, то, это плохо. Это я мягко так сказал, матом не сказал, конечно. Дома у тебя накапливается недосказанность, потому что с тобой осторожничают. И ты остаешься вот одна с задачами.
И это что делает? Подтверждает твою картину мира, что вот все на тебе, весь мир тебе, ты одна тащишь. И оп, круг замкнулся. Ты поняла, что произошло? Я тебе твою жизнь, которую психологи, психотерапевты берут за 15 тысяч за час, я тебе вот рассказал сейчас. Твой круг замкнулся. Плюс постоянная усталость от контроля. Голова не отдыхает вообще. Ночью тяжелый сон, утром туман. Даже срывы по мелочам и ощущение, что жизнь просто уже не двигается. Все застыло в серости. И что ты делаешь? Я уже говорил. Все бросаешь. Мужика, там отношения, начинания, проживание арканов. Что сделать, чтобы урок усвоить? Иди в проживание арканов, вот тебе, пожалуйста. Возьми и собери систему из 2 опор и 1 ограничения. Вот по первой опоре это, например, там четкий минимальный дневной объем по ключевой теме, как вот в проживании арканов. Просыпаешься, делаешь медитацию, которая там. Делай там 20 минут чтения, книжки какой-то, 30 минут движения. 1 блок по проекту там на 45 минут. Без исключений. Вот почему проживание арканов составлено так, чтобы ты каждый день что-то делала. Всегда разное, но есть одно повторяющееся. С утра та самая медитация. Она как раз и отчет в 21:00 по твоему местному времени. Почему? Думаешь, потому что там, чтобы тебя задолбать? Нет. Это вырабатывает пунктуальность. Вот даже возьми себя из проживания арканов, если ты скидываешь отчет не по своему времени в 21:00. Вот почему я прошу первое сообщение написать со временем. А я смотрю. Вот смотрю, кто в 21:00 отправил отчет, кто пунктуальность, как говорится, вырабатывает. А кто там в 8:00, 23:00, в обед. Понимаешь, в чем фишка? То есть вот это правило, отчет в 21:00, или выбираешь одно и то же для себя удобное время, это как раз и есть твоя пунктуальность. Не выдержала или вот разное, делай выводы. Я это много раз говорил, когда вам говорил еще при Ане, я всем говорил писать в 21:00. Аня в любое время читала отчеты, но я говорил 21:00. 21:00. Это твоя пунктуальность, это тебя, точку дел. Вот как знаешь, не знаю, смотрел ты сериал «Доктор Кто» или нет, есть такие ситуации, которые, вбиты во время. Они нерушимы. Вот, это твой отчет. Второе – это медитация с утра, которая вам дана на каждый аркан. Пропустила – делай выводы. Пишешь в отчет в разные времена – делай выводы. Понимаешь? Это и нужно прорабатывать. Это, знаешь как, это не так сильно важно, но это важно. Вот я не знаю, как по-другому тебе сказать. Понимаешь? Любая твоя пауза дольше 2 дней, она считается срывом. И в этот момент ты не должна стыдить себя, а запускаешь протокол возврата. Понимаешь? Ой, кто или что поможет в этом процессе? Тут внешний горизонт и короткая обратная связь. Если ты в проживании арканов не пишешь отчеты, пиши.
И вот это слово кураптон добавляй. Помнишь, да? То, что это получение обратной связи. Если ты не в проживании, то тебе нужен человек с сухим стилем общения, который раз в неделю будет задавать тебе 3 вопроса. Что ты обещала, что ты сделала, что тебе мешало сделать. Без нотаций. Понимаешь? Такой формат, он быстро расставляет акценты. Понимаешь? Еще помогут, знаешь, вот эти маленькие публичные обязательства. Например, там, какой там, приседаю 10 раз в зале. Ну, это грубо говоря. Понимаешь? И конкретная дата результата. Например, там, я хочу похудеть на 10 килограмм, и вот там 1 декабря это должно быть. И приседаешь, ну или там занятия делаешь. Понимаешь? Это будет давать тебе тонус. И будет давать раннюю победу. Знаешь, как сделать? Сделай картинку, напиши на ней. Там свое, но я просто пример к похудению, да, возьму. Похудею на 10 килограмм. Дата 1 декабря. Что я должна делать? И на картинке вот это все напиши. И сделай себе на заставку телефона. Понимаешь? Плюс делай смену обстановки по утрам. Вот кофе, например, там не на кухне, да, а там на балконе. Ну, такие мелочи, но твоему мозгу нужен сигнал, что началась новая глава, а не одно и то же, понимаешь? По совету я сказал, тут пустой лист. Ты сама пишешь правила. Перестань спрашивать разрешения у прошлого. Выбери одно дело, один ритм, один формат контроля. Убери все, что отвлекает. Раз в неделю делай вот эту как ее, проверка-то? Ревизию делай короткую. И лишнее чисти. Не жди идеального настроения, не жди идеального момента. Не выстраивай сложные схемы. Просто делай. Каждый день по маленькому шажку. Каждый день одинаково. И не обсуждай это с теми, кто любит тянуть в разговоры. У тебя перед глазами должен лежать твой листочек с датами или вот эта заставка на телефон, понимаешь? Сегодняшняя галочка, запомни, важнее любой теории. Вот продержись так 90 дней. После этого ты уже не захочешь вернуться к старым качелям. Тут, знаешь, тут не воля решает, а система, которую ты сама себе дашь. И жизнь забьет новыми красками. Понимаешь? Все ты понимаешь. На проживание арканов ссылка в закрепленном комментарии или в описании к этому видео. И всегда помни, что я с тобой рядом.